Потрясающую историю рассказывают вот уже 2000 лет христиане. Будто бы сам Бог стал человеком, спустившись к людям с небес, а потом был казнен, восстал из мертвых в каком-то преобразившемся теле, проходящем сквозь двери и мгновенно переносящемся на большие расстояния, и в конце концов улетел в этом теле на небо, туда, откуда пришел. Мол, теперь в царстве Бога есть и человек, потому что Христос не сбросил с себя нашу плоть, как ненужный фантик от конфеты. Нет, прямо в теле вознесся на небо, а в конце времен в этом же теле вернется на землю и будет судить народы. Один человек, которого христиане называют великим, древний епископ Афанасий, объяснил все это одной фразой: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Став одним из нас, Христос подарил нам возможность вернуться туда, откуда мы когда-то улизнули. Вернуться к Богу. Не просто стараться дружить с Ним, выполнять религиозные предписания, молиться и кричать в вышину с этой заплаканной земли. Нет, вознестись вместе с Богом на небо, пребывать в Его Царстве, быть максимально близко к Нему, очень близко. Христос говорит об этом как о единстве. «Я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Поэтому апостолы, возвращаясь с той самой горы Вознесения, пребывали в великой радости. Еще бы, годы слагались в столетия, века в тысячелетия, а люди после смерти, все как один, спускались в преисподнюю в когтистые лапы дьявола. С телами своими разлучались, и тела эти, без оживотворяющего духа, как брошенные в сундук марионетки, истлевали, обездвиженные и бездыханные. А тут такое. Человек воскрес, и вроде в том же самом теле, в таком родном и любимом, но в каком-то чудесном теперь. И не призрак, на ощупь твердый, и рыбу при нас кушал, все нормально, но вот вместо ада возносится на небо, вместо смерти живой, и обещает никуда не пропадать до скончания века. Это ли не радость? Значит, и мы теперь так сможем, ведь мы его друзья, его ученики. Жизнь наша сложная, жизнь наша грустная, и дьявол прикладывает все усилия, чтобы человечество забыло о Христе и о его потрясающей истории, чтобы это самое присутствие на земле до скончания века никому не было нужно, чтобы кровавые муки на кресте оказались бессмысленными, чтобы вознесение человека на небо изгладилось из памяти людей. Оглянитесь, все живут так, как будто смерть – конец, и никакого воскресения не будет. Самое главное – прожить эти жалкие 70 лет, ну, у кого-то 80, в максимально возможном комфорте. Чтобы в холодильнике сосиски были и сыр, чтобы муж умер после, а не до, чтобы не болеть ничем таким серьезным, чтобы трагедий не было в ближайшем окружении, потому что когда у соседа похороны, как-то неловко смотреть финал «Голоса». В общем, тихо, мирно, никому не мешать и самих, чтобы никто не трогал. Люди смельчали до серых мышей. Такие герои, такие приключения. Что вы мне говорите о миссии? Хватит затирать про подвиги. Не нужны мне ваши лишения ради спасения мира. Моя хата с краю. Я лучше пересижу войну в тылу. И вот добровольно отказывается человек от неба. Христос прошел этот путь первым и всех зовет с собой, но никто не хочет. Такое бывает промозглой осенью, когда в многоквартирных домах еще не включили отопление, и темным утром особенно не хочется вставать с постели. Лежать в забытии под теплым одеялом, отгонять мысли о том, что все сроки прошли и надо подниматься, тянуть и тянуть. В конце концов с тебя сорвут одеяло, и стать придется. Или сам поднимешься, но будет уже поздно, и на работе уже подпишут указ об увольнении. Нет, надо просыпаться. Негнущимися ногами ковылять в ванную, включать там дневной свет и плескать в лицо холодной водой. «Восстанете!» — восклицает дьякон в храме, и он именно об этом. Нельзя спать. Жених вернется в любой момент, и если ты будешь без белого платья, свадьбу отменят. Навсегда. Надо быть наготове. Надо все обдумать и поставить цель. Надо запретить себе жалеть о земном и думать о тленном. Надо всю свою жизнь посвятить Богу.
и возжелать пребывания в Его Царстве всем сердцем, всей душой, всеми чувствами. Вера без дел мертва. Христос 30 с лишним лет провел на земле, и эти годы не были простыми и беспечальными. Перед тем, как при звуке трубы мы вместе со своими воскресшими телами вознесемся на небо, как вознесся когда-то Христос, нам нужно потрудиться. Может, в кровь взбить свои ноги и намазолить руки, может, еще чего потяжелее, а может, полегче наоборот, но работа предстоит, здесь нет сомнений. На нее надо настроиться, ее надо запланировать, и к ней надо приступить. Прямо сейчас, не откладывая. Пусть праздник Вознесения Господня не будет для нас одним из четко выполненных ритуалов, наряду с утренним и вечерним правилами. Сходили на службу, может, причастились даже, проповедь послушали. Пусть праздник этот станет сигналом к действию, напоминанием, к чему мы призваны. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Христианам на небо. Вы с нами?